А обнимашки с диктаторами? Привет, друзья, это Владимир Милов. Тот трэш и ад, который вы сейчас видели на экранах, это то, что происходит на Ближнем Востоке уже, в общем, не первую 1000 лет. Спасибо, что подписались на мой канал и смотрите мои передачи с таким нетривиальным современным взглядом на международную политику из России. И сегодня, вот как я обещал, у нас будет разговор о ближневосточной тематике. Крайне сложно об этом говорить, крайне сложно это уместить в 40-50 минут эфира, но вот мы постараемся отразить все самое важное. И вообще, вот если посмотреть, например, на вот эту карту, которую вы сейчас увидите на экране, это карта стран по степени политических свобод, которая ежегодно составляется Freedom House. Freedom in the World, свобода в мире, это их индекс, который ранжирует страны как вот зелененькие, это полностью свободные, желтенькие, частично свободные, и вот таким грустным сиреневым цветом они маркируют совсем не свободные страны, диктатуры и деспотии, и вы вот видите сейчас, что Ближний Восток это как раз такое средоточие основной части мировых деспотий, там примерно 40% стран, которые Freedom House маркирует как диктатуры, они вот как раз расположены в этом регионе, Ближний Восток и Северная Африка. И надо сказать, что этот же регион является одновременно самым турбулентным. Здесь идет наибольшее количество всяких войн, кровопролитных политических противостояний. И, собственно, самые кровавые войны, которые вот на данный момент идут в мире, это войны в Сирии и в Йемене. В общем, как раз в этом самом регионе. Я думаю, что нетрудно догадаться, что между этими двумя факторами есть некая зловещая связь. Когда у вас полностью доминируют диктатуры, и, в общем, нет особой свободы, и когда у вас идет постоянное вот это месилово, все друг друга убивают, все друг с другом воюют, вам не показалось. Эта связь действительно есть, и то, что Ближний Восток это вот такой ужасно нестабильный регион, это напрямую связано с индексом политической несвободы, потому что, во-первых, у диктатур руки никогда не связаны общественным мнением. В любой стране общественное мнение всегда против войны. И всегда за то, чтобы принудить политиков, заставить их вести какой-то мирный диалог с соседями, не проводить агрессивную политику, не нападать на окружающих. У диктатур такого сдерживающего фактора нет. Поэтому это вот первое, что развязывает деспотиям руки, и поэтому они все время друг с другом воюют. Вторая история состоит в том, что для того, чтобы удержаться у власти, эти диктатуры, как мы очень хорошо знаем, как это происходит в России, они начинают разжигать в обществе самые консервативные, дремучие инстинкты. Для того, чтобы создать себе базу поддержки в виде вот этих всяких пресловутых консервативных ценностей, которые они используют как дубинку для того, чтобы подавлять самую передовую и свободную часть общества. Все это на примере путинской России мы очень хорошо знаем. Ну и, конечно же, в ближневосточных диктатурах и деспотиях это все дико распространено. И, конечно, там ключевым фактором, который способствует удержанию этих диктаторов у власти, является использование ислама. Это одно из крупнейших мировых религий, как такой политической идеологии, политической дубинки для того, чтобы держать свои общества под контролем. Мы в прошлой передаче говорили о том, как китайские коммунисты для того, чтобы тотально контролировать общество, везде вставляли камер и создали систему такой тотальной слежки за своими гражданами в абсолютно оруэлловском духе. Ну, а ближневосточным диктатурам даже и создавать такого ничего не надо.
У них есть ислам, очень популярная религия, которая сегодня, к сожалению, вот этими ультраконсервативными политическими элементами используется как такая политическая идеология подавления свободы, подавления инакомыслия. Мы здесь не будем очень много говорить о роли самого ислама, хотя она, конечно, большая, но вот я скажу две вещи. Во-первых, вы часто можете услышать, что ислам и демократия в принципе несовместимы. Ну, это вот всегда, когда люди не готовы что-то делать для того, чтобы добиться перемен к лучшему, когда есть какая-то мафия, какие-то диктаторы, которые хотят удержать власть, и всякие их прилипалы и подпевалы, они вот начинают это говорить в абсолютно любой стране, в любом обществе, что вот мы просто исторически не готовы к демократии, типа это не наше, значит вот вы должны молиться на этого очередного диктатора. Да? Ну, на самом деле нельзя сказать абсолютно, что в мире нет исламских стран, которые не двигались бы по направлению к свободе. Во-первых, за пределами Ближнего Востока таких стран довольно много. Крупнейшие, например, исламские страны по населению – это Индонезия и Пакистан, которые в последние 20 лет совершили довольно серьезный рывок и превратились из диктатур в абсолютно несовершенные, но тем не менее демократии, где власть выбирается на свободных конкурентных выборах. На самом деле на Ближнем Востоке тоже есть страны, исламские страны, где существует достаточно серьезная степень политической свободы. Вот, кстати, очень распространенный тезис о том, что якобы единственная демократия на Ближнем Востоке это Израиль, это утверждение не является правдой. Если посмотреть на ту же карту Freedom House, то вы можете увидеть такие желтенькие пятнышки. Это страны, которые рейтинг Freedom House признает частично свободными. То есть там, конечно, говорить о полной степени свободы и демократии нельзя. Но, тем не менее, там есть функционирующие демократические институты, и говорить о стопроцентной диктатуре тоже не приходится. Ну вот, например, Ливан. Это вообще такая очень многонациональная страна, многоконфессиональная, бурлящая, на мой взгляд, одна из самых интересных на Ближнем Востоке. И там, несмотря на то, что полной свободы, конечно, нет, но, тем не менее, идет очень открытый конкурентный политический процесс много лет, и совершенно нельзя назвать Ливан несвободной страной. Или, скажем, Кувейт, где уже много лет функционирует, хоть и ограниченная в возможностях, но, тем не менее, парламентская демократия. Больше того, вы удивитесь, если вы не в курсе этого дела, но там даже женщины избираются в парламент. В принципе, немыслимая история для многих ближневосточных исламских стран. Есть еще некоторые страны, такие как, скажем, Иордания или Марокко, где тоже есть, пусть и ограниченная в правах, но парламентская демократия. И ситуация там на самом деле развивается. То есть каждый раз с каждым новым политическим кризисом граждане этих стран отвоевывают себе больше свобод. Вот, кстати, еще одна история, о которой я хотел вам сказать, это Тунис. Это единственная страна, кроме Израиля, на Ближнем Востоке, которая вот как раз на карте политических свобод Freedom House помечена зелененьким. Вот помните, у нас 8 лет назад бушевала арабская весна, которая снесла многие диктаторские режимы на Ближнем Востоке, и мы сейчас к этому вернемся. Так вот, принято считать, что она особо никуда не продвинула арабский мир. На самом деле это утверждение тоже не совсем верно, потому что одна функционирующая демократия, как минимум в результате арабской весны на Ближнем Востоке появилась. Это Тунис, с которого, собственно, арабская весна и началась. И сейчас это страна с довольно конкурентной политической системой, с открытыми выборами, со свободой слова. Неудивительно, что американский Freedom House ее маркирует зеленым на своей карте политических свобод. Поэтому вот из всего этого мы видим, что нет такой истории, что ислам и то, что страна преобладающая мусульманская, это является каким-то препятствием для свободы и функционирования демократических институтов. Это абсолютно ложное, навязанное представление. Но есть, конечно, другая проблема, связанная с тем, что ислам – это самая молодая из крупных мировых религий. Представьте себе, вспомните, что было с христианством 600 лет назад. Да? Инквизиция, сжигание еретиков на кострах, крестовые походы и много еще чего.
К счастью, это все давно уже в прошлом, потому что христианство прошло через процесс реформации. Я сейчас не имею в виду какие-то конкретные события, а такой большой многовековой исторический процесс, когда люди, в общем, перестали буквально читать то, что написано во всех этих древних скриптах, что там, если кто-то, значит, вас обидел, то надо обязательно ему что-нибудь вырвать там и так далее. Да? Если вы почитаете Библию, я думаю, что многие из вас не читали, но если вы почитаете Библию, там такое написано в отдельных местах, да, что надо делать с разными нехорошими людьми. Вот у нас очень многие любят искать цитаты из Корана, где написано, что надо делать с неверными, да, но на самом деле в Библии тоже много всего, просто христианство за долгие века прошло через реформацию, и люди перестали воспринимать вот эти вот древние скрипты буквально, да, читать там, что надо сделать с там, каким-то оком или каким-то зубом, да, но ислам еще через такую реформацию не проходил. Во многом там распространено вот это вот буквальное прочтение, причем в очень консервативном виде, всех вот этих вот древних учений. На самом деле, если вы хотите в этом разобраться, мы сейчас не будем устраивать здесь лекцию по теологии, но если вы хотите в этом разобраться, лучше всего книжку, которую я вам порекомендовал бы, это книжка американского историка Бернарда Льюиса «Кризис ислама», «The Crisis of Islam». По-моему, она даже есть в русском переводе, хотя я ее по-английски читал, и вам, честно говоря, всегда рекомендую первоисточник. Учите английский. В 21 веке, чтобы наша великая страна Россия была конкурентоспособной и развивалась, надо, чтобы вы, вот лично вы, учили английский. Обязательно сделайте это. Но возвращаясь к Берни Льюису, это известный историк, востоковед, и у него там много всяких книг, но вот если вы хотите, в принципе, понять, в чем дело, прочитайте вот эту книжку. Так вот, на самом деле, молодая религия, не прошедшая через реформацию, которую исключительно удобно использовать всяким разным мерзавцам, диктаторам, мафиози, для того, чтобы держать под контролем свое общество, конечно же, они всячески стараются это делать. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что сейчас происходит, и вот этот вопрос, который очевиден для всех, да, что где в основном сосредоточена несвобода и диктатура в мире, ну, в основном в исламских странах. Что, это вот что-то предопределенное, исламу противопоказана демократия? На мой взгляд, нет. Я уже объяснил вам, что в исламском мире много стран, которые выбрали путь свободы и довольно уверенно по нему движутся. Нет. Это просто точно так же, как мы видим, происходит в России с так называемыми консервативными, там, семейными и религиозными ценностями. Точно так же всякие негодяи и диктаторы используют религию, массово используют религию для того, чтобы держать под контролем свои общества. Но, к счастью, это им не удается. И Ближний Восток, он в последние десятилетия не один раз показывал, что он хочет свободы, что ему надоело терпеть вот эти оковы. Мы видели, как арабская весна смела многие диктатуры, которые казались незыблемыми и существовали десятки лет. И она не окончена, потому что вот в последний год мы видели довольно бурные события, например, в Алжире или в Судане, где люди вышли на площади и свергли многолетних диктаторов Бутефлику и Башира, которые, казалось, еще там будут править в вечность, как вот у нас сегодня многие говорят про Путина. Причем это было сделано на фоне очевидных угроз со стороны диктатуры, что они будут применять силу, жестоко расправляться с демонстрантами, убивать людей. И демонстранты видели, как это происходит в других странах. Например, в Сирии или в Йемене события арабской весны привели к очень тяжелым, затяжным кровавым войнам и конфликтам. Но тем не менее, несмотря на все эти риски, на примере Судана, на примере Алжира, мы видим, что жители ближневосточных стран готовы на эти риски идти и рисковать, в том числе и своими жизнями, для того, чтобы все-таки добиться свободы и убрать с политического поля надоевших диктаторов, которые эксплуатируют их многие десятилетия. Это воодушевляет. Это воодушевляет. И результаты политических процессов последних 10 лет в арабском мире, они, в общем, говорят о том, что не все так безнадежно.
И я уже говорил о том, что мы получили, по крайней мере, одну демократическую страну по итогам арабской весны, это Тунис. Во многих странах, в той же Иордании и в Марокко, по итогам этих событий были сделаны очень серьезные послабления политической системы и новые шаги в сторону полноценной функционирующей демократии. Конечно, здесь ситуация особенно тяжелая по сравнению с остальным миром, потому что здесь много лет укреплялись хорошо вооруженные диктатуры, которые еще и имеют у себя в арсенале такой мощный инструмент, как религия и ее фанатичное прочтение. Так что эта борьба ближневосточных народов за свободу, она не будет легкой. Мы сейчас еще к этому вернемся, но давайте вкратце взглянем вообще на то, что сейчас на Ближнем Востоке происходит. Когда вы слушаете новости, идущие из Ближнего Востока, то там все время какой-то трэш и ад происходит. Кровавая война в Сирии, кровавая война в Йемене. На самом деле самые тяжелые на данный момент и самые разрушительные конфликты 21 века. Противостояние вокруг иранской ядерной программы, угроза появления у Ирана ядерного оружия, американские санкции, напряженность в Ормузском проливе и постоянная угроза большой войны вокруг Ирана. И с этим связанные сентябрьские атаки на саудовские нефтяные объекты, которые довольно серьезно вывели саудовскую нефтяную инфраструктуру из строя. Иран не признается, что это были его беспилотники, но, скорее всего, это так и есть. И вот, когда читаешь все эти новости, то возникает ощущение, что за этим стоит некое такое глобальное противостояние системного плана. Это действительно так. Мы имеем дело с очень серьезной, по сути, глобальной войной двух разных ветвей ислама, суннитской и шиитской ветвью. А суннитскую ветвь воплощает одна из крупных региональных держав Саудовская Аравия, а шиитскую Иран, другая крупная региональная держава. У них традиционно очень плохие отношения. Все это осложняется еще чем? Что в странах, где доминируют представители суннитской ветви, ну то есть это вот Аравийский полуостров и та же Сирия, в этих странах есть свои шиитские меньшинства, которые традиционно поддерживаются Ираном, что саудовцы и их союзники считают там вмешательством в свои внутренние дела и так далее, да. Ну вот на самом деле, вы знаете, вот как бы так мягко пройти по кромки льда, чтобы не оскорбить ничьи религиозные чувства, мы сейчас не будем вам в деталях рассказывать, чем мусульмане-сунниты по своим верованиям отличаются от мусульман-шиитов, но если вы начнете разбираться в этом вопросе, то, конечно же, у нормального современного человека 21-го столетия возникнет вопрос, а вот и что вот из-за этого, да, вот они и так между собой месяцы уже много лет, столетий, тысячелетий. Ну, в общем, друзья, да, это вот мы возвращаемся к первому вопросу о том, что ислам как религия не прошла, ей предстоит еще пройти через реформацию примерно по такому же пути, как прошло христианство. Когда смотришь на все эти различия, действительно возникает ощущение, что вот это не то, из-за чего надо между собой устраивать глобальный конфликт. На самом деле, в общем-то, конфликт не из-за этого. То есть, конечно же, это все подогревается религиозными противоречиями, но это подогревается сознательно, потому что на самом деле это конфликт между двумя региональными диктатурами, которые борются за доминирование в регионе, между Саудовской Аравией и Ираном. Вот, чтобы вы поняли, как это происходит, например, посмотрите на Путина, да? В чем заключается его политика самоутверждения на международной арене? Подмять под себя ближнее зарубежье. Вот соседние страны, которые раньше там с нами входили в Советский Союз, в коммунистический блок, вот за счет этого возвысить свое геополитическое влияние в мире из-за того, чтобы всех этих соседей под себя подмять. Да? А вот представьте теперь, что вы находитесь на довольно ограниченной ближневосточной территории, и у вас там есть два таких режима, как Путин. И каждый из них пытается все под себя подмять, и они в итоге сталкиваются лбами. То здесь, то там. Поэтому, конечно же, у этого глобального конфликта есть и религиозная подоплека. Но, на мой взгляд, вот что-то мне подсказывает, что дело не в различии между ветвями ислама. Потому что, знаете, мусульмане-шииты и мусульмане-сунниты живут плечом к плечу рядом во многих странах. В
том числе в европейских странах, там, в Америке и так далее. И я что-то не видел, чтобы они как-то постоянно, вот, увидев друг друга, начинали бросаться там, и пытаться друг другу что-то отгрызть. Нет. Они сосуществуют мирно, часто даже женятся, работают вместе, все хорошо. Но вот почему-то на Ближнем Востоке сунниты с шиитами постоянно воюют. Нет ли здесь какой-то скрытой причины, которая все это приводит в действие? Ну, конечно, она есть. Конечно, это просто соперничество двух региональных диктатур, которые борются за власть и используют религию, собственно, как повод для того, чтобы раздразнить людей и сподвигнуть их на вооруженное противостояние. Вот основные конфликты, которые мы сегодня видим в регионе, это как раз конфликты, которые имеют такую очевидную суннитско-шиитскую подоплеку. Прежде всего в Сирии, там большинство населения, 70% населения это мусульмане-сунниты, но вот уже много десятилетий у власти находится режим Асадов, сначала Хафиза Асада, кровавого диктатора, который, кстати говоря, примерно точно такими же методами уничтожал свой народ, как его преемник и сынок Башар Асад, который сейчас правит Сирией и стал одним из самых кровавых диктаторов в истории. Так вот, семейка Асадов представляет из себя алавитское меньшинство, которое скорее относят к шиитской ветви, которое поддерживается активно Ираном, главной шиитской державой региона. Кстати, по секрету вам скажу, что между самими алавитами и шиитами тоже существует некая большая разница. Они вот друг друга так в лоб своими не признают, но не будем сейчас углубляться в дебри теологии. Так вот, это конфликт, который много лет уже длится в Сирии, он имеет такую очевидную религиозную подоплеку. Ровно такая же история в кровавой войне в Йемене, где сейчас власть захватила племя хуситов, которые имеют шиитскую основу и поддерживаются Ираном, и фактически против них объявил войну весь суннитский мир во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Там идет такая реальная войнушка. Вот эти хуситы, поддерживаемые Ираном, которые захватили в Йемене власть, они обстреливают Саудовскую Аравию. Ракеты даже долетают до Эр-Рияда, и саудовские ПВО вынуждены их сбивать. Вот, собственно говоря, несколько слов о том, почему такое обострение в последние годы и как все это дело прекратить. Во-первых, я хотел сказать такую вещь, которая мне, честно говоря, была много лет очень сильно непонятна. Почему-то развитый мир, западные страны, прежде всего Соединенные Штаты, в своей политике на Ближнем Востоке делали какую-то непонятную, совершенно одностороннюю ставку на поддержку Саудовской Аравии. Я понимаю, почему это происходит, потому что саудовцы вот как раз крупнейший региональный соперник Ирана, а с Ираном после исламской революции 1979 года у стран Запада сложились очень плохие отношения по понятным причинам. Это была откровенно антидемократическая, антизападная и революция, это назвать сложно, просто захват власти исламистами в Иране. Они натворили очень много плохого, и вот там чего стоит одна история с захватом американских заложников тогда, в 1979 году, которых очень долго держали, ну и много там было чего. И, конечно же, то, что Иран спонсирует многие движения, которые, в общем, дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке, та же самая Хизбалла в Сирии и Ливане, ну, это не вызывает, конечно, никакого одобрения и желания с Ираном работать, но с другой стороны, вот я хочу сказать, что, на мой взгляд, вот эта вот ставка развитых стран на то, что саудовцы это вот прям такие классные ребята и наши друзья, а вот Иран какой-то один плохой, да, на мой взгляд, это не отражает реальной природы того, что на Ближнем Востоке происходит, потому что Саудовская Аравия это даже не точно такая же, а во многом даже хуже деспотия, чем Иран. Вот давайте просто сравним, да. Иран, несмотря на примат власти этих вот мулл и там, Высшего революционного совета, которые имеют право вето на все, что делает власть гражданская, которые заправляют оборонной политикой, тем не менее в Иране существует довольно конкурентная гражданская власть. Там существуют довольно конкурентные выборы и открытая политическая борьба. Там гораздо шире права женщин, чем, скажем, на Аравийском полуострове. То есть, в целом, если вот сравнить Иран и Саудовскую Аравию, отбросив на секунду вот эту историю, 1979 год и всю эту вот плохую кровь с Америкой, которая у них там сложилась,
Но, откровенно говоря, саудовцы это хуже деспотии. Там женщинам, в принципе, нельзя выходить из дома без сопровождения мужчины, без того, чтобы быть замотанными, там, в несколько слоев одежды, чтобы не было видно, кто это, да. Только недавно им просто невероятная реформа, да, разрешили женщинам машину водить. Там нет никаких выборов, там есть местные выборы, но, конечно, сравнить это, например, с тем, что происходит с тем конкурентным политическим процессом, который происходит в Иране, в общем-то, нельзя. И в этом смысле, на мой взгляд, эта ставка Америки на однозначную поддержку саудовцев против Ирана, на мой взгляд, она тоже саудовцам развязывает руки. Для того, чтобы они вели себя в регионе примерно точно так же. И, между прочим, они вовсе не такие зайчики, несмотря на то, что они считаются союзником развитого мира, они вовсе не такие зайчики, как об этом, я не знаю, принято говорить, или уже многие догадались. Например, вы прекрасно знаете, что 15 из 19 участников терактов 11 сентября 2001 года, когда они направили самолеты на американские здания, 15 из 19 террористов были саудовцами. Пресловутый Бен Ладен, создатель и духовный вдохновитель террористической организации Аль-Каида, он саудовец. Один из там таких известных миллиардерских семей с королевскими кровями. Или, например, мы знаем прекрасно, что когда у нас в России шла война в Чечне, туда приезжало очень много наемников из арабского мира, часть которых была саудовцами. И в целом, мы в прошлой передаче говорили с вами про Китай, как они через свою инициативу «Один пояс, один путь» создают проекцию своего политического влияния вместе с деньгами. Саудовская Аравия занимается в мире точно тем же. Она эти свои огромные нефтяные сверхдоходы инвестирует в политическое влияние, в финансирование инфраструктурных проектов развития, которые привязывают власти многих стран к саудовскому политическому влиянию. Погуглите, например, мечеть имени короля Фахда, это покойный король Саудовской Аравии, который правил в 90-е и в начале нулевых, и вы увидите, что такие мечети есть, например, на европейском континенте, в Сараево, в Боснии и даже в Гибралтаре. Или, например, погуглите мост короля Фахда, и вы увидите, что центральный мост столицы африканского государства Мали, Бамака, называется его именем. Могу много еще рассказывать про это. Наберите, например, в гугле фонд короля Фейсала. Это щедро финансируемый за счет нефтяных денег фонд, который продвигает саудовское ультраконсервативное прочтение ислама в самых разных странах мира и, конечно, конвертирует это в политическое влияние. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать этим, что политика поддержки одной из двух хищных региональных диктатур, которые борются за влияние любыми средствами, поддержка саудовцев, безоговорочная, однозначная поддержка саудовцев как союзника, на мой взгляд, это неправильная ставка со стороны развитого мира. И в развитом мире, и в той же Америке эти голоса все активнее звучат в последние годы. Что эта картинка, что саудовцы хорошие, а Иран плохой, знаете, они оба не ангелы, да, но я бы не стал из них выбирать кого-то одного. На мой взгляд, правильной политикой в отношении Ближнего Востока было бы объяснить этим обеим соперничающим региональным державам, что, ребят, хватит. Вы устроили здесь уже такое кровавое месиво, от которого страдает весь мир, и, в общем-то, достаточно. Заканчивайте с этим. На мой взгляд, политика сдерживания она должна касаться не только одного Ирана, потому что они, в общем, занимаются примерно тем же самым. В том числе и поддержкой экстремистских сообществ, и поставками вооружений и много чем еще. Так что то глобальное противостояние, все те конфликты, которые вы видите, во многом они, к сожалению, связаны с этим деструктивным региональным соперничеством двух деспотий, Саудовской Аравии и Ирана. И, на мой взгляд, здесь был шанс эту политику изменить. Собственно, когда президентом Соединенных Штатов был Барак Обама, он сделал довольно серьезные шаги, направленные на нормализацию отношений с Ираном, на затягивание его в орбиту международного влияния и контроля через пресловутую ядерную сделку 2015 года. Возможно, она была не идеальной, но она давала реальные инструменты контроля для международного сообщества за тем, что Иран делает.
и в определенном смысле была сдерживающим фактором для того, чтобы Иран проводил дальше какую-то более агрессивную политику. В 2013 году на выборах в Иране победил президент, которого считают относительным реформистом и сторонником нормализации отношений с Западом, Хасан Рухани. Он заключил эту ядерную сделку. С Ирана начали сниматься западные санкции. Вот, на мой взгляд, был очевидный путь к нормализации. Если бы еще параллельно надавить на саудовцев и заставить их прекратить заниматься политикой экспорта, экстремизма, диктатуры и насилия, во многом, на мой взгляд, вот это был бы путь к нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Но, к сожалению, в Америке пришел к власти президент Трамп, который начал однозначно подмахивать саудовцам все, что они хотят, просто превратился в такую саудовскую марионетку. Филиал Саудовского королевского дома на Пенсильвания-авеню. Да? Трамп, к сожалению, под давлением не только саудовцев, но и Израиля, сейчас два слова мы об этом поговорим, Трамп отменил все эти шаги по нормализации отношений с Ираном, которые были сделаны, что, на мой взгляд, очевидно способствовало ужесточению политики Ирана в регионе. Были введены новые санкции, Иран озлобился и начал отвечать. Ну, что вы ожидали от такой ситуации? Да? То есть вот эскалация последнего времени, на мой взгляд, она очевидно связана с приходом к власти в США Трампа и с отказом от политики нормализации отношений с Ираном. Вместо того, чтобы давить на эти две региональные державы-диктатуры, заставлять их менять свою политику в регионе, говорить саудовцам то, что им надо говорить, и одновременно нормализовывать отношения с Ираном, не загоняя его в угол. Вот вместо этого мы получили ситуацию, когда сауды имеют карт-бланш, а Иран, самые консервативные силы, самые агрессивные силы, они получили просто подарок в руки. Видите? Мы говорили вам, что все эти реформаторы, которые там цацкаются с Западом, они не доведут вас до добра. И Западу нельзя верить. Поэтому верьте нам, которые там защитят вас, я не знаю чем, ракетами, атаками дронов, поддержкой экстремистов и войн в других странах Ближнего Востока. На мой взгляд, политика Трампа по введению новых санкций против Ирана, она только развязала руки вот этим радикалам и консерваторам в Иране. К сожалению, это стало одним из мощных очагов роста дестабилизации на Ближнем Востоке. Ну и, к сожалению, здесь не обошлось без костлявых лап нашего дорогого и любимого Путина. Путин. Ну, конечно же, этот жулик и вор не смог не запустить свои лапищи в то, что происходит на Ближнем Востоке. Вот практически куда ни кинь сейчас, вы увидите, что он лезет туда и пытается, как у нас это говорят, укрепить свое геополитическое влияние за то, чтобы быть в каждой бочке затычкой. Вот Сирия. Что мы там делаем в этом суннитско-шиитском конфликте? Почему Россия вообще находится там? У нас начали по телевизору рассказывать чушь, что чуть ли это не наша какая-то историческая земля обетованная. Да? Ну, конечно, она не наша. Конечно, там абсолютно нечего делать. На самом деле, давайте мы вкратце объясним вам, что Россия делает в Сирии. Обеспечивает сохранение у власти самого кровавого режима 21 века. Самой кровавой в мире диктатуры. Конфликт, который продолжается с 2011 года, убил порядка 400 тысяч сирийцев. Миллионы сделал беженцами. Это в том числе вызвало напряженность в виде миграционного кризиса в Европе 2015 года, за который у нас принято ругать ЕС, а на самом деле надо ругать кровавого диктатора Асада и его патрона Путина. Путин лезет дальше, он не останавливается на Сирии, он теперь полез уже и в Ливию. После падения режима Каддафи там, как в общем и следовало ожидать, кстати говоря, когда под Каддафи закачалось кресло, я написал колонку в российском Форбсе, где говорил о том, что, скорее всего, после этого дела Ливию ждет фактически распад на несколько государств. Ну, так в итоге и получилось. И они сейчас начинают вооруженное противостояние друг с другом. Туда влез Путин, который поддерживает одного из участников этого противостояния, регионального диктатора, генерала Хафтара, который воюет с международно признанным правительством Ливии. Как
довольно ярко и недвусмысленно высказался наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Когда его спросили, а на чьей стороне вы в Ливии, он говорит, а на чьей стороне Америка, значит мы на противоположной. Вот и вся цель. Влезть и нагадить Америке. Ну и так далее по списку. Россия пытается сейчас откровенно влезть даже вот в Ирак, который после американского вторжения, в общем, имеет власть во многом сформированную в ходе американской оккупации, но тем не менее Россия сейчас чувствует, что там открывается ниша для того, чтобы Путин мог влезть и там как-то пытаться на что-то геополитически влиять. Здесь, кстати говоря, его союзники, иранские муллы и иранские силовики, они тоже очень активно лезут сейчас в Ирак, потому что там есть серьезная связь. Ирак – это страна, где также доминирует шиитское большинство. И здесь традиционно это большое поле для иранского влияния. И вот Путин вместе с иранскими муллами пытаются и в Ираке что-то мутить. В общем, я могу долго перечислять этот список, но, на мой взгляд, здесь очень простой вопрос. У России масса собственных проблем, которые мы так никак и не можем решить. Вот когда я записываю эту передачу, буквально вчера премьер Медведев уволил главу единого оператора по вывозу мусора в стране, потому что мусорная реформа провалилась за год ее реализации. Мы 11 лет живем без экономического роста. У нас на прямой линии президента с гражданами 20 минут обсуждается тюменская деревня, где вот уже 20 лет не могут водопровод провести. Но при этом Путин лезет и подливает масло в огонь вот этого ближневосточного конфликта. Я убежден, что России надо просто убираться оттуда как можно скорее, потому что наше присутствие, к сожалению, обеспечивает продолжение войны, новые конфликты, нестабильность, и нам нечего там делать. В этом регионе и так достаточно сил, которые постоянно дестабилизируют обстановку. Два слова, почему это Путин делает. Ну, во-первых, это вот его стилистика. Да? Он пытается влезть в любую проблемную ситуацию и потом выторговывать себе влияние, участвуя в разговоре как один из решал. Людей, с которым надо поговорить, чтобы решить вопрос. Ну, чисто бандитская стилистика. Это первое. А второе. Во всех этих диктатурах он видит союзников. Это вот тот самый международный клуб диктаторов, о котором мы говорим во всех наших передачах, у которых общие интересы. Вы видите, что Путин, он дружит не только с Ираном, но и пытается налаживать отношения с его злейшими противниками-саудовцами. Вот посмотрите на их обнимашки с принцем Мохаммедом бен Салманом. Они встретились на саммите Большой Двадцатки в Аргентине как раз после того, как саудовцы распилили в своем консульстве в Стамбуле известного журналиста и критика саудовского режима Джамаля Хашогги. Его задушили и его тело расчленили прямо там, в консульстве. Вот то, что Путин смеется сейчас с бен Салманом, это, видимо, по поводу того, как поделиться опытом распиливания неугодных журналистов. Вот такие вам обнимашки с диктаторами. России нечего делать на Ближнем Востоке, поскольку за все десятилетия попыток присутствия там она не привнесла ничего в стабилизацию обстановки и сейчас является очевидным разжигателем конфликтов и помогает тем, кто только дестабилизирует все, что можно. Поэтому нам с Ближнего Востока надо как можно быстрее уходить. Ну и, конечно, Израиль. Мы пока ничего не говорили об этом. Трудно обойти израильскую тему, когда говоришь о ближневосточной ситуации. И тема эта такая непростая, часто вызывает очень жаркие дискуссии. Последние 13 лет в Израиле у власти находится Бенджамин Нетаньяху, человек, который, по сути дела, разорвал любые попытки диалога о нормализации отношений с арабским миром. И, в общем-то, что в Израиле сейчас стала доминировать такая точка зрения, что там все животные, по определению террористы, с ними никакого разговора быть не может. И, в общем, мы должны функционировать в виде осажденной крепости. Вы знаете, я хочу сказать, что вот я среди тех людей, которым все это дело не очень нравится. Израиль очень симпатичная страна. Израильтяне молодцы, что построили ее из ничего за 70 лет. Но когда приезжаешь туда, ты все-таки вот никак не можешь избежать ощущения, что ты в осажденной крепости. Все время эти солдаты на улицах.
Тебя в аэропорту допрашивают по поводу твоих штампов в паспорте, а что вы делали в Арабских Эмиратах, а что вы делали в Египте. Это не ваше дело, дорогие мои. Мне лично это не нравится. Я лучше поеду, может быть, свои честно заработанные туристические деньги тратить в какую-то другую страну. Мне не кажется, что стратегически для Израиля это выгодно существовать вот в таком режиме вечной осажденной крепости. Мне кажется, что можно вспомнить, что когда-то было по-другому. Что Израиль совершал серьезные шаги в сторону нормализации отношений с арабским миром. И в 1993 году, например, были подписаны знаменитые соглашения в Осло о дорожной карте по созданию двух государств, израильского и палестинского. Герой, собственно, этих мирных соглашений, бывший премьер Израиля Ицхак Рабин, он был трагически погиб, был убит через 2 года после этого, в 1995 году, сразу после митинга в поддержку мирного процесса и в поддержку соглашений в Осло. Он был убит израильтянином, ортодоксальным религиозным фанатиком. Вот сейчас вы увидите несколько слов от бывшего президента США Билла Клинтона, который прощается со своим другом Ицхаком Рабином. Yitzhak Rabin was my partner and my friend. I admired him, and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend. К сожалению, после этого мирный процесс так или иначе пошел в разнос. Различные израильские власти делали определенные шаги в сторону нормализации с арабским миром. Нельзя, конечно же, здесь только показывать пальцем на Израиль, потому что очень негативную роль, например, сыграла история с захватом власти в секторе Газа. Это один из 2 секторов палестинской автономии, где власть захватили радикалы из Хамас, которые не признают Израиль. Многие в мире считают их террористической организацией, и, в общем, справедливо. Израиль в ответ на это поддерживает очень жесткую блокаду сектора Газа, которую осуждают многие интеллектуалы в мире. И, собственно, это вот одна из причин для такого, скажем, сдержанного отношения к политике Израиля в многих международных прогрессивных кругах. Таким образом, здесь хватает радикализма и с одной, и с другой стороны. Но все-таки, на мой взгляд, вот та политика, тот курс, который взял Бенджамин Нетаньяху, что все противники это по определению животные и террористы, и с ними не надо разговаривать, на мой взгляд, это путь в никуда. И сейчас в Израиле все больше людей начинают это понимать. Последние выборы, внеочередные выборы в израильский парламент Кнессет Нетаньяху, в общем, проиграл. И больше мандатов, чем его блок, набрала партия Кахоль-Лаван, бело-голубые, которую возглавляет Бенни Ганц, бывший глава израильского генштаба. Собственно говоря, там такое во главе этого блока трио очень, на мой взгляд, перспективных, извешенных израильских политиков центристского толка. Бенни Ганц, Яир Лапид, бывший министр экономики, и Моше Яалон, еще один бывший глава Генштаба и министр обороны. Одно из ключевых программных направлений, которое продвигает этот блок, это все-таки возврат к диалогу с арабским миром. Все-таки попытка достичь каких-то долгосрочных договоренностей. И, кстати говоря, в арабском мире очень многие тоже хотели бы договориться с Израилем и, в общем, положить конец вот этим долгим годам противостояния. А в Израиле, как и во многих демократических странах, вот последние парламентские выборы не закончились каким-то решающим перевесом одной из сторон. Хотя Кахоль-Лаван и коалиция бело-голубых во главе с Бенни Ганцем выиграла у Нетаньяху, но правительство они сформировать не смогли, поэтому, скорее всего, Израиль ждут новые парламентские выборы. Но очевидно, что Нетаньяху уходит с политической сцены. Он не просто проиграл выборы, но против него все-таки возбудили уголовные дела о коррупции. И то, что он уходит, это хорошо. Потому что вот все эти годы, когда он находился у власти, понятное дело, что он своей риторикой создавал такую иллюзию защиты и спокойствия у израильтян. Пришел такой сильный лидер с ракетами, с оружием в руках и говорит: я вас защищу от всяких террористов. Вы где-то это слышали, я думаю, да? К
Кстати говоря, бывший министр обороны Нетаньяху Авигдор Либерман, выходец из бывшего СССР, родился в Кишиневе и возглавляет партию выходцев из бывшего Советского Союза, которые живут в Израиле, «Наш дом Израиль». А он однажды, когда был в Москве, давал интервью радиостанции «Эхо Москвы», он прям так и сказал в эфире: «Я большой поклонник вашего Владимира Владимировича Путина и его знаменитого «мочить террористов в сортире». Это дословная цитата из Авигдора Либермана и его выступления на «Эхе Москвы». Ну, выходцы из бывшего СССР, они же всегда лучше всех все знают. Они всегда знают, что все решается очень просто. Там, фабрики рабочим, земля крестьянам, всех врагов к стенке, террористов мочить в сортире. Ну, неудивительно, что вот именно из этого блока возникла вот такая вот симпатия, в том числе и к российскому лидеру. Путин, как вы видите, не единственный, кто приходит и говорит: я вас защищу от всяких там разных врагов и так далее. Да? На мой взгляд, вот эта риторика осажденной крепости, она особой перспективы мира и спокойствия Израиля, в общем, не принесла. Продолжаются все те же ракетные обстрелы из Газы. Израиль по-прежнему окружен враждебными диктатурами. На мой взгляд, вот то, что появилась перспектива прихода к власти в Израиле таких более здоровых политиков-центристов, они, кстати говоря, их взгляды не очень сильно отличаются, в том смысле, что они не готовы там идти на какие-то односторонние уступки арабам. Нет. В отличие от того, что говорит Нетаньяху, вот из тройки лидеров блока, который противостоит Нетаньяху, двое – это бывшие главы израильского генштаба. Нетаньяху напрасно пытается блок Кахоль-Лаван изобразить какими-то там леваками и пособниками арабских террористов. Нет, это просто нормальные, здоровые политики-центристы, которые хотят вернуть Израиль на какой-то нормальный путь диалога со своими соседями вместо пребывания в осажденной крепости. Надеюсь, что новые досрочные выборы в Израиле все-таки приведут к формированию правительства под руководством политиков из Кахоль-Лаван. Действительно перспективные и самые интересные, на мой взгляд, политики на израильской политической сцене сегодня. И в целом, подводя итоги, на мой взгляд, у Ближнего Востока есть два сценария развития, и вот сейчас мы о них с вами поговорим. Первый сценарий, к сожалению, тот, который мы видим сегодня, это ужесточение противостояния с Ираном, это безоговорочная поддержка Соединенными Штатами не только Саудовской Аравии, но и фактической политики Израиля по отказу от мирного процесса с арабами. А это усиление регионального противостояния шиитов и суннитов, то есть саудитов с иранцами, по сути дела. Больше конфликтов, больше крови, больше трэша и ни одной здоровой силы на горизонте, которая могла бы положить всему этому конец. На мой взгляд, есть и другой сценарий. Он вполне реалистичен. И я надеюсь, что мы увидим нечто похожее в ближайшее время. Во-первых, я надеюсь, что в Израиле все-таки к власти после Нетаньяху придут здоровые силы, которые будут настроены, там, по крайней мере, на нормализацию отношений, на отказ от риторики вражды и осажденной крепости. Я надеюсь, что все-таки в Соединенных Штатах придут к власти люди, которые вернутся на путь диалога и выстраивания более сбалансированной региональной политики, не подмахивать саудовцам все, что те захотят, а заставлять их вести более цивилизованную политику и снизить уровень экспорта диктатуры, экспорта агрессии, экспорта экстремизма. Не вводить односторонние санкции против Ирана, потому что саудовцы попросили или Нетаньяху попросил, а наоборот, расширить диалог с Ираном, чтобы вовлечь его в орбиту международного влияния в духе ядерной сделки 2015 года. Вернуть ситуацию хоть к какому-то подконтрольному формату. На мой взгляд, это возможно. В том числе, если это произойдет, это приведет к резкому ослаблению напряженности вот во всех этих региональных конфликтах, в той же Сирии и в том же Йемене, где вот этот фактор подковерного саудовского и иранского противостояния, он очень сильный. Ну и, конечно же, демократические перемены в России. Очень многие из нас привыкли думать, что Путин это навсегда. Друзья, вот здесь мы должны понимать, что Путин является одним из людей, который постоянно подливает керосин. Вот этот пожар конфликта на Ближнем Востоке.
Это все надо оттуда убрать. Агрессивное российское влияние с Ближнего Востока надо убирать. Там и так хватает своих противостояний. И здесь, конечно же, Путин и его присутствие являются мощнейшим дестабилизирующим фактором. Я верю в то, что в России рано или поздно наступит свобода, и агрессивное путинское влияние с Ближнего Востока уйдет. Ближний Восток может вернуться на путь нормализации, успокоиться, там будет меньше горячего противостояния, меньше конфликтов. И, конечно же, я уверен, что жители ближневосточных стран, они не потеряют аппетита к свободе, который мы так ярко наблюдали во время арабской весны. Сейчас это все немножко успокоилось, хотя и не везде. Напомню про Судан и Алжир, где буквально недавно свергли очередные многолетние диктатуры. Но я уверен, что жители Ближнего Востока, они не будут вот так долго терпеть эту власть диктатур, в то время как большинство остального мира живет по каким-то нормальным законам, наслаждается в том числе политическими свободами. Я лично уверен, что арабская весна вернется, и мы увидим больше демократий и больше свободных стран на Ближнем Востоке. Вот вам в заключение красивая песенка об этом, которую написали египтяне во время революции на площади Тахрир в начале 2011 года. Это была программа «Обнимашки с диктаторами» с Владимиром Миловым. Подписывайтесь на мой канал и донатьте нам на продакшн наших видео. Мы с вами встретимся на следующей неделе. И я расскажу вам про самые важные международные сюжеты, про которые я много услышал, когда был на этой неделе на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. До встречи через неделю. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقيين مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا أحزاني في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي 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 في كل شارع في
А обнимашки с диктаторами?